Так, всем привет. Вот такой вот нам автомобиль зашел сегодня. Renault Premium DXi11 2000 года. Обращение: диагностика ДВС сапонит и малое давление масла. Будем диагностировать. Пробег у нас составляет 1 136 000 указано здесь. Сейчас мы поднимем кабинку, снимем форсуночки и заглянем камерой эндоскопом в состояние гильз, посмотрим. Дальше будем принимать решение: ремонтировать на месте, либо снимать двигатель для его ремонта полноценного. Подняли мы кабину. Смотрим, вот наш двигатель. Более-менее адекватно все здесь выглядит. Сейчас мы снимем клапанную крышку, достанем форсуночки, заглянем камерой, посмотрим, что у нас с гильзами. В первую очередь снимем защиту. Так вот все здесь выглядит. Скручиваем ось коромыслу. Вот пятый цилиндр. В первую очередь смотрю на него. Поршень, вот гильза. Имеются вот такие вот задирчики, пролысины. Вот они, задиры прям. Вот самый верх и до самого низа. Вот посерьезнее уже. Блин, о. Вот это пятый цилиндр.
Вот второй относительно неплох. Такого, как с пятым, там нету. Получше состояние. Ну, вот чуть-чуть пролысинки имеются, но не такие серьезные, как в пятом. Так, ну что ж, друзья, мы заметили, у нас в пятом цилиндре имеются задиры. С клиентом согласовали. Предложил я ему два варианта ремонта. Это у нас ремонт на месте, снятие ГБЦ, замена гильзы поршневой, либо снятие двигателя, капитальный ремонт. Он согласился, сделал правильное решение на снятие двигателя, разборка его, дефектовка и сборка. Соответственно, приступили мы к разбору, снимаем его карабас, коробку скинули, сейчас будем доставать двигатель и разбирать его полностью. Назад, чудак, назад, стоп. Вверх. Да. Поднимаем. Что ты еще держишь? Так, мы приступили к разборке данного двигателя. Сняли мы коромысл, сняли распредвал. Подготавливаем к снятию головки. Сняли выпускной коллектор с турбиной. Подразобрали одну сторону. Сейчас мы открутим со второй стороны все, что мешает. И будем поднимать головку блока цилиндров. Вот такая вот у нас помпа. Погрызли корпус помпы. Ты улыбаешься? Отрыв произошел. Давай здесь, поднимай выше. Да все уже пошло, давай. Да, можно будет. Ну так, гильзы в целом целые. А что я тогда там увидел страшного? Ты же пятому видел. Да. Ты говорил пятый. А вот и шестой тоже есть. Вот. Да. Так, вот шестой цилиндр у нас, задиры. А вот пятый цилиндр. Больше всего жил масло. Да, вот эти два. Да. Вот здесь пролысинки тоже имеются. Как вот здесь. Вот такое вот красивое. Хон-сетка. Хорошая. Пора. Машу, давай. Что, доставать будешь? Да, все, вышел.
еще не родился. Упираешься во что-то. И прям прыгает и назад отскакивает. Что там туда так прыгает? Блять, стой. Может, он упирается куда? А, здесь просто бурт большой. Этот, прям чувствуется пальцем бурт. Выработка, в смысле. Поэтому, да, он упирается. О, смотри, сверху потрогай. Тут вообще пиздец сверху. Там вообще ступень сильная. Он кольцом упирается. Я ж себе. Бурт тут просто конский. Славик, надо лампочку и помощь твоя. Полмиллиметра. Там пиздец ступеньки. Ой, пошло, прокладка пошла. Вот что дело-то. Я думаю, что у вас гильза не идет нахуй? Вот прокладка тут стоит. Вот теперь гильза пошла. Ну, молодец, заебись. Да, блядь, с прокладкой, ну, прокладкой сжал гильзу, да, ну, Все, ладно, давай. Гильза пошла. Все, с гильзы вытянул. Блядь, тихо, ты, блядь, пальцем. Да ты не шатайся, Так потому не что... шатайся, падаешь, шатну, ёпта, вниз, не пьешься, шатайся, блядь. О, первая гильза у нас родилась. Пизда. А что мне тут делать? Пизда, я второй раз есть. Ну, на ночь, ебитесь вы с нами с ним. Что я тут вообще? Я ж читать не умею, блядь, что здесь делаю? Вот у нас кавитация. Вот здесь и вот здесь вот. Она присутствует. Если бы не с этим, пришло бы и с другим проблемка была бы. Не успел нажать, ну ладно. Зато это будет целым, это будет вторым дыханием. Давай, доставай. Так, опускай. Не, наоборот, да. Ногами зажми гильзу. Ногами гильзу зажимай и поршень вверх поднимай. Вот так вот. Чпок. Чуть-чуть Вот не так. бойся опять, да? Бусечка прям. Кольца целые, но почему опять... А, вот, вспомнил, кольцо, наверное, Ну, зазоры очень большие конские. Ну, стертые, наверное. не? Да. Малешные. Малешные. Мы малешные будем ставить назад. И кольца, и гильзы. Поршня попытаемся сохранить. Коррозия тут, конечно. На месте можно было поменять. Дальше. Так, подготовили мы блок, уже помыли, почистили его. Немного имеет коррозию. Но вроде не критично. Будем собирать, устанавливать новые гильзы. Также некоторые запчасти уже мы подготовили, помыли. Головка у нас идет под замену. Здесь имеются трещины. Покажу сейчас какие. Мы подготовили другую. Заменили стаканчики, протерли клапана, установили новые маслосъемные колпачки. Головка полностью готова. Ждет установку. Сейчас мы собираем блок. Дома. Не, не надо. Ну так все. И так все.
А вы это основное, чем вы занимаетесь? У вас есть еще что-то в жизни, кроме спорта? Основное. Это входит, в профессиональный спорт, а так мы работаем, но я думаю, что действительно Установили мы коленвал на место, на новые вкладыши. Устанавливаем поршня. Так, вот до такого состояния мы собрали двигатель. Установили корпус теплообменника, кожу, ГРМ выставили, установили маховик. Также установлен компрессор, корпус фильтров. Сейчас подготавливаем к установке ГБЦ. Так, друзья, вот до такого состояния мы собрали данный двигатель. Установили всю навесочку, установили головку блока цилиндра, затянули все. Заданным моментом установили распредвал, сцепление. И немножечко нас подвел Bosch сервис. Форсуночки еще пока не готовы. Так, уже полностью собранный. Также уже затащили машину. Пока без форсунок будем устанавливать его на свое место. Ну, там день-два и нам обещают отдать форсуночки. Поставим уже на месте и будем производить запуск. Так, сейчас двигатель-то у нас собран. Установили мы нагрелся, горняк открылся, обороты против. Теперь так работает.